Приветствую вас, уважаемые зрители. Поздравляю всех, кто имел удовольствие посмотреть матч нашей сборной с Уэльсом, и приглашаю посмотреть обзор этого матча. В этом выпуске мы оценим выступление каждого нашего футболиста, отметим все плюсы и минусы и обсудим перспективы нашей команды в отборе. Пожалуй, матч в Кардиффе был одним из лучших за последние годы в исполнении нашей команды. Будучи в позиции догоняющего, наши ребята сумели не только сравнить счет, но и выйти вперед, а блестящие голы Зела Раяна и Грант Леон Рануса, выдавших свои пока лучшие матчи в составе национальной команды, довели счет до разгромного. Важно отметить, что удаление валлийцев в конце матча уже не влияло на исход противостояния, хотя, конечно, стоит похвалить Чанчаревича за искусственное актерское мастерство. Конечно, там была симуляция, и да, это не очень по-спортивному, но вспомните, сколько раз мы страдали от таких неспортивных поступков соперников. Огнен банально убил интригу, ведь после удаления валлийского нападающего Кифера Мура финальный штурм наших ворот был по сути отменен. Но давайте поговорим об игре наших футболистов, а не о судейских решениях. Начнем с состава. На канале я уже делал превью к этому матчу, ссылка будет в описании. Там я предложил свою версию тактики и состава на этот матч. И если с тактикой я угадал, она была по схеме 5-4-1, то вот в составе были изменения, в основном вынужденные. На вратарской позиции состоялся дебют Огнена Чанчаревича. В защите слева ожидаемо вышел Наир Тикнезян. Справа Артак Даршьян, вместо получившего травму Камо Ванесяна. В центре защиты тоже не без потерь. Вместо получившего небольшое повреждение Вараздата Гаруяна в старте вышел Степа Макарчан. В связке с ним Георгий Арутюнян и Андрей Кализер. В центре полузащиты вышли Угойчук Иву и ближе к атаке Эдуард Сперсян. По флангам атаки Лука Зела Раян и Тигран Барсегян. В роли чистого нападающего Грант Леон Ранус. Теперь по каждому футболисту по отдельности. Чанчаревич уже своим дебютным выступлением убедил всех, что он нужен нашей национальной команде. Нет, он, конечно, не без огрехов. В нескольких эпизодах на выходах из ворот он оставался в полупозиции, не решаясь выпрыгнуть при навесах валлийцев. Зато, наконец-то, впервые за долгое время от нашего вратаря веяло уверенностью. Он спас в нескольких эпизодах, причем это не валлийцы попадали в него, а он четко выбирал позицию. Не терялся и не нервничал при прессинге нападающих соперника. Ну а в эпизоде с удалением показал, что балканцам в актерском мастерстве нет равных. Да, это была симуляция, да, это не очень по-спортивному, но вспомните, сколько раз мы страдали от таких неспортивных поступков соперников. Огнен банально убил интригу, ведь после удаления валлийского нападающего Кифера Мура финальный штурм наших ворот был по сути отменен. Оценка Огнена на этот матч 7,5. Артак Даршьян, возможно, кого-то удивил своим появлением на правом фланге защиты. На самом деле у него есть опыт выступления на этой позиции еще в бытность футболистом Урарту. С учетом отсутствия Камо Ванесяна и Гованеса Амбарцумяна, а также неявки Жорди Арарата, Артак – это лучший выбор на эту позицию. Он в целом был надежен на своем фланге, при этом успевал даже иногда подключаться к атакам. За такое достойное выступление его оценка 7. Наир Тикнезян вновь доказал, что является одним из ключевых футболистов нашей национальной команды. Начал матч неудачно, именно с его фланга была выполнена передача, после которого Даниэль Джеймс забил гол. Однако уже через 9 минут после этого Наир сам отдал голевую передачу на Зела Раяна. Вообще Тикнезян весь матч терзал правый фланг валлийцев. У него отличная физическая подготовка и скоростные данные, за счет чего он успевал и в защите выполнять свои функции, и в атаках постоянно участвовать. Ходят слухи, якобы им активно интересуется Реал Сосьедад. Если возможность реальная есть, Наиру, конечно, имеет смысл переходить в более сильный чемпионат. Известно, что скауты из АПЛ, Бундеслиги и серии А рассматривали Тикнезяна и Сперсяна в этом матче. Оценка Наира 7,5. Георгий Арутюнян вновь выдал очередной уверенный матч. Среди наших трех центральных защитников именно 18-летний Георгий увереннее всех смотрелся. Редко уступал в борьбе, четко выбирал позицию и умело почищал огрехи своих товарищей. Именно с его дальней передачи на Сперсяна началась наша атака, завершившаяся потрясающим голом Рануса. Георгию, конечно, надо бы провести полноценный сезон в Краснодаре, окрепнуть и тоже перейти в более сильную лигу. Его оценка 7. Андрей Кализер в отсутствие Гаруяна был самым опытным защитником на поле. Тем не менее, нельзя сказать, что этот опыт положительно влиял на его действия на поле.
Совершил несколько важных ошибок, после чего Уэльс смог забить нам. Уступал нападающим как в скорости, так и в игре головой. На 63-й минуте получил повреждение и был заменен на Гаруяна. Его оценка 6. Степа Макарчан. Перед матчем именно за него больше всего переживали армянские болельщики. Надо признать, не без причины. В матче с Турцией он не очень удачно вышел на замену. В начале матча Степа действительно допускал ошибки. Ощущалась некая нервозность в его игре. Вообще видно, что в отличие от того же Арутюняна, ему не хватает тактической выучки, а также хладнокровия. Зато при росте 190 см он неплохо боролся на верхнем этаже против габаритных валлийских футболистов. Второй тайм провел намного увереннее и в целом оставил неплохое впечатление. Для дальнейшего роста Степе, конечно, нужно переходить из армянского чемпионата в более сильную лигу, где он сможет прибавить в тактическом компоненте. Потенциал для роста точно есть, ему всего 20 лет. Его оценка 6,5. Угочукву Иву. Незнакомый с армянским чемпионатом зритель наверняка был приятно удивлен уровнем игры этого нигерийского армянина. В нескольких моментах допустил ошибки в подборе, после чего валлийцы из опасной зоны били по нашим воротам. К счастью, удачно действовал Чанчаревич. В эпизоде с голом Гарри Уилсона также имеется вина Иву. Он опекал Кифера Мура, который сбросил мяч Уилсону, но при этом количество перехватов Иву просто зашкаливает. Он раз за разом разрушал комбинации соперника. В одном из таких эпизодов он отобрал мяч у Джозефа Моррелла и вывел Зелараяна на ударную позицию, после чего счет стал 4-2 в нашу пользу. Да и в первом голе Зелараяна атака началась именно с перехвата Иву. Ему всего 23 года. Вероятно, этот сезон он начнет еще в составе Урарту, где, надеемся, успешно выступит в Лиге Чемпионов. Но зимой или следующим летом он обязательно должен перейти в более сильную лигу. Без преувеличения, Иву не затерялся бы даже в клубах из топ-5 лиг. Его оценка 8,5. Эдуард Спиртян вышел на этот матч с капитанской повязкой из-за отсутствия в старте Гаруяна. Именно он является мозгом нашей команды, руководит темпом игры и дирижирует атакой. Уже сейчас напрашивается аналогия с Генрихом Мхитаряном. Как и от нашего великого футболиста, от Эдика болельщики ждут теперь проявления лидерских качеств, и он справляется. Его блестящая голевая передача на Рануса укрепит желание больших европейских клубов раскошелиться на него. Помимо голевой передачи, очень много обострял игру, помогал быстро выходить из защиты в атаку и имел шанс забить головой в первом тайме. Его оценка 8. Тигран Барсигян, наверное, хуже всех выступил в этом матче. Именно после его потери мяча началась атака валлийцев, закончившаяся первым голом в наши ворота. За отведенные 63 минуты не смог ни разу обострить атаку, при этом в защите тоже мало отрабатывал. Его оценка 5,5. Лука Зелараян выдал свой пока лучший матч в футболке национальной сборной. В превью к этому матчу я говорил, что Лукас – это футболист уровня Араса Узбилиса на пике его карьеры. В матче с Уэльсом он показал, что если Спиртян – мозг команды и ее ментальный лидер, то Лукас, безусловно, самый техничный и одаренный ее футболист. В эпизоде с первым голом, после паса Тикнезяна, очень технично и хлестко пробил по воротам, без шансов для вратаря Уэльса Дэнни Уорта, и точно так же со вторым голом. Бил так, что вратарь не имел никаких шансов спасти свою команду. Кто видел хотя бы нарезки выступления Зелараяна в МЛС, понимает, везения здесь никакого нет, это чистое мастерство. По своему классу это готовый футболист для любого клуба из топ-5 лиг. Жаль, что 20 июня ему исполнится 31 год. Если переходить куда-то, то уже этим летом. Его оценка 9,5. Рант Леон Ранус. Об этом футболисте можно говорить долго. Он всего дважды выходил в составе национальной сборной, но в свои 18 лет уже претендует на то, чтобы стать лучшим футболистом в истории Армении. Главное, чтобы травмы обошли стороной этого чрезвычайно одаренного футболиста. О нем на канале есть отдельное видео, рассказывающее о его биографии и начале карьеры. Ссылка будет в описании. Здесь отмечу только, что в матче с Уэльсом каждое его действие было осмысленным и обостряющим. Если первый его гол еще можно назвать дежурным, то вот второй – это чистое произведение искусства. Без преувеличения, в отдельно взятом матче он сыграл не хуже Левандовского, с которым его часто сравнивают немецкие журналисты. Со слов Александра Петракова, у Гранта отличные человеческие качества. Он воспитан и трудолюбив. Так что имеет все шансы войти не только в список лучших футболистов в истории Армении, но и покорить весь футбольный мир. Даже в эпизоде с незабитым третьим мячом он был великолепен. Его оценка 10. На замену вышли 4 футболиста.
Около получаса получили Вараздат Харуян и Вагам Бичахчан. Харуян вышел с травмой, возможно, поэтому его выступление получилось не лучшим. Именно из-под него Гарри Уилсон забил свой гол. В целом, Вато остается одним из самых наших лучших защитников, но конкретно в этом матче был не его день. Его оценка 6. Бичахчан был активен, принял участие в эпизоде с 4-м забитым голом. Точно принес больше пользы за полчаса, чем Барсикян за целый час. Его оценка 6,5. Норберту Балякян получил всего 15 минут игрового времени. Вышел он вместо Зелараяна. Имел небольшой полумомент, когда мог забить, но замешкался с мячом. Сказывается отсутствие игровой практики в Бока Хуниорс. По словам Александра Петракова, одна из причин, почему он часто оказывается на скамейке запасных, это нежелание руководства клуба отпускать его на матчи национальной сборной. Но даже несмотря на риски испортить отношения с клубом, Балякян все равно приезжает на каждый вызов в последних матчах. Очень хочется видеть этого футболиста в одной из европейских лиг, где у него будет больше возможностей проявить себя. За отведенное время был очень активен, но мало что смог показать. Его оценка 6,5. 19-летнего Артура Серупяна нет смысла оценивать, так как вышел всего на несколько минут. Тем не менее, это отличная мотивация для нападающего Арарата Армении дальше работать над собой и развиваться. Хотелось бы отдельно сказать о нашем тренере Александре Петракове. За небольшой период времени ему удалось наладить климат в команде. Привлек много молодых футболистов, которые являются лицом новой команды, качественно и эстетично отличающейся от той, что было при Хоакине Капарусе. Напомню, что Петраков вместе с молодежной командой Украины стал чемпионом мира 2019 года. Уже один этот факт говорит о его отличных способностях работать с молодыми футболистами. Хочется верить, что его работа с нашей командой будет долгой и успешной. После матчей с Уэльсом и Латвией наше положение в турнирной таблице выглядит следующим образом. Мы на втором месте после Турции, при этом Хорватия имеет матч в запасе и может легко обойти нас. Сентябрьское противостояние с Турцией в гостях и Хорватией дома будет решающим для нас. Если победим хотя бы одну из этих двух команд, лучше, конечно, Турцию, то сохраним шансы на выход. 4 и более очка в этих матчах сделают нас фаворитами группы. Ну а меньше 3 очков в этих матчах, скорее всего, оставят нас за бортом чемпионата Европы. В завершение хотелось бы сказать вот какую мысль. Под своими видео, да и на других площадках я часто вижу, как наши болельщики разделяют футболистов по разным критериям. Многие в свое время критиковали Тикнезяна за то, что он не прибежал в нашу сборную по первому же зову, хотя сейчас чуть ли не лучшим его считают в составе. Много критики получал тот же Зелараян, дескать, в США он один из лучших, а приезжает в сборную и теряется, якобы не хочет выкладываться. Тот же Степа Макарчан тоже под постоянным хейтом фанатов. Каждая его ошибка приводит к призыву выгнать его куда подальше, так как это не уровень национальной команды. В матче с Уэльсом я увидел команду, где нет футболистов, разделенных на аргентинских армян, российских армян или местных армян. Объединившись в один коллектив, армяне из Германии, США, Аргентины, России, Армении и других мест доказали, что когда мы едины, мы непобедимы. Надеюсь, и в обычной жизни мы перестанем делить своих соотечественников на разные категории, ведь только объединившись, мы сможем победить соперника как на футбольном поле, так и на военно-политическом и экономическом. Еще раз всех с победой. До новых встреч, Айер Джан.